И мы снова переехали. Если вы забыли, то я вам кратко напомню. 2022 год мы встретили в Коста-Рике. В феврале мы переехали в Панаму на 3 месяца. В мае мы переехали в Колумбию. Затем мы жили 2 месяца в Турции, а между этим мы ненадолго заскочили в Эквадор. А теперь мы живем в Германии. В этом видео мы поговорим о трудностях переезда в Германию и посмотрим на рождественские ярмарки. Во Франкфурте очень сложно найти квартиру. Вам придется посмотреть очень много квартир, прежде чем вы выберете то, что вы хотите, и выберут вас. Здесь выбираете не только вы, но и арендодатели выбирают из арендаторов, кого им выбрать. Мы долго искали, посмотрели 3 квартиры, и коллеги Алекса на работе просто удивились, что мы посмотрели всего 3 квартиры, потому что многие его коллеги смотрели аж 10 квартир. Если вам понравилась квартира, то вам еще нужно будет пройти отбор. Вам нужно будет предоставить вот этот вот список документов, послать арендодателю. Вы будете не единственным человеком, кто это сделал. И арендодатель будет сравнивать разных потенциальных жильцов и на основании всех этих документов будет выбирать. Будьте готовы, что вам придется посмотреть 10 квартир, что вам придется среагировать на 50 объявлений. А еще, скорее всего, вам придется заплатить депозит в размере 3 арендных плат. Квартиру вы, скорее всего, снимете в вот таком виде. Но нам повезло, потому что предыдущие жильцы переехали в Корею, и они нам продали всю их мебель, поэтому нам не пришлось практически ничего покупать из мебели. Если вы переезжаете на новую квартиру в Германию, то нужно взять Wohnungsgeberbescheinigung, ваш паспорт, в нашем случае еще свидетельство о браке, и зарегистрироваться на новом адресе. Готово. Мы только что зарегистрировались. Наше свидетельство о браке было на испанском языке, так как мы поженились в Коста-Рике. И мужчина, который с нами работал, сказал, что ваш перевод действительный, но у него была испанская фамилия, и он сказал, я могу читать по-испански, поэтому наши документы все-таки принял. Так что мы зарегистрированы теперь. Еще одна важная тема в Германии – это тема мусора. Здесь его сортируют. У нас в доме целых 4 бака для мусора. Когда вы только переехали, эти контейнеры на улице еще нужно найти. Обычно 4 контейнера, общий мусор, старая бумага, упаковки и биомусор находятся у вас во дворе, и их обычно легко найти. А вот другие контейнеры придется поискать. У нас, кстати, сегодня первый раз в этом году выпал снег. А еще здесь нет номеров квартир. Вы спросите, как же попадать в квартиры? В каждой квартире есть свой звонок, и на этом звонке написано ваше имя. Поэтому, если кто-то хочет прийти к вам в гости или что-то вам доставить, то вам просто звонят на звонок с вашим именем. И ваш адрес будет состоять просто из улицы и номера дома, при том, что номер дома — это как бы не номер дома, а номер двери. И когда человек придет на этот адрес, он просто нажмет кнопку звонка с вашим именем. Сейчас, кстати, я ходила искать, куда же выкидывать здесь стекло, и не нашла. Придется спросить предыдущих жильцов, куда они выкидывали стекло. Чем можно заняться в Германии в декабре? Отправиться на рождественскую ярмарку. Рождественские ярмарки во Франкфурте просто бесконечные. Да, во Франкфурте очень большой рождественский рынок. Он находится в центре города и протянулся от площади Hauptwache до реки Майн. Здесь находится более 240 киосков. Здесь можно вкусно поесть, причем блюда из разных стран. Можно купить сувениры или покататься на карусели. Что ты собираешься покупать? Лангош. Лангош – это венгерское блюдо. Это такая большая лепешка, обжаренная в кипящем масле. What's on it, Alex? Cheese and garlic. So what do you think? Yellow blue. Вкусный? Очень вкусно. Quite good. It's weird, isn't it? Heißt der Kakao? So good. How does it taste? Вкусный.
Моя любимая еда — шоколадка. How much did you pay? Paid $3.50 for the hot chocolate and $3 for the cup. Когда вы покупаете напиток, вам дают в такой красивой кружке, за которую вы платите 3 евро. И чтобы получить обратно свои 3 евро, вам нужно вот эту кружку. Мне нравится. There's no such thing. Ooh, it's got a fresh bun. It's good. Обалденно. Есть очень красивый, Вы такие медленные. потому что есть много видеть, златцы. Трделник – это такие булочки, которые можно часто встретить на улицах Чехии. Полоски из дрожжевого теста наматывают на вертел, обваливают в сахаре и запекают. По желанию можно еще дополнительно обвалять в других посыпках. Это орео снаружи и белый шоколад внутри. О! Горячее. Try to eat more beautifully. You eat more. Горячее и сладкое. Я обожаю трудельник. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео. Всем пока.